Привет всем, кого хотя бы раз в жизни кусали комары. Мои друзья приглашают меня поехать с ними летом в поход. Но в прошлый раз меня так сильно покусали комары и какие-то мушки, что теперь я даже не знаю, ехать мне или нет. Фил, а сколько вообще видов насекомых пьют кровь? Кровь пьют не только комары. Существует 14 тысяч видов кровососущих насекомых, а еще некоторые виды членистоногих, пауков, пиявок и млекопитающих. Какой кошмар! Хорошо, что вампиры хотя бы выдуманные персонажи. Да, верно. Хочу отметить, что на протяжении многих столетий лекари считали, что человеческая кровь обладает уникальными свойствами и часто добавляли ее в состав целебных снадобий. Например, в 16 столетии в Германии верили в то, что кровь человека может вылечить эпилепсию, поэтому жители сразу после смертных казней покупали кружки со свежей кровью и пили. Бррр, жесть! Фил, перестань. Действительность иногда пугает больше ужастиков. Конечно, все это было большим заблуждением, но в чем древние лекари были абсолютно правы, так это в том, что наша кровь уникальна. Она выполняет очень важные функции в человеческом организме. Какие? Основными функциями крови являются транспортная, регуляторная и защитная. Транспортная? Это что, типа такси? Нет, больше похоже на доставку. А что кровь может доставлять? Кислород, питательные вещества, продукты обмена. Благодаря этому осуществляется дыхательная функция крови. И как это работает? Большую роль в доставке выполняют красные кровяные тельца – эритроциты. Их функцией является перенос кислорода из легких к тканям тела и транспорт диоксида углерода в обратном направлении. Они чемпионы по содержанию в крови. Их примерно 25 триллионов. Если их выстроить в ряд, то можно 4 раза опоясать земной шар. А это 175 тысяч километров. Даже сложно представить. Действительно, но это еще не все. Другая важная функция крови – регуляторная. А что она регулирует? Она принимает участие в поддержании постоянства внутренней среды организма, водного и солевого баланса, температуры тела, контроля за интенсивностью обменных процессов и другое. Круто! Да, но кровь работает не сама. Она тесно взаимосвязана с нервной системой и является частью эндокринной системы. Вместе они участвуют в едином регуляторном процессе. В работе этого процесса задействованы все жидкости организма. А так как кровь человека составляет 6-8% от массы тела, 5-6 литров, то она является одним из главных участников. А как же кровь защищает? Человеческий организм постоянно атакуют разные вирусы и бактерии. С ними сражаются определенные клетки и белки крови – лейкоциты. Как маленькие воины, лейкоциты захватывают и уничтожают бактерии. Также они производят антитела для борьбы с инфекцией. А еще лейкоциты способны убивать опухолевые клетки. Они прямо как самураи. Количество лейкоцитов поражает воображение. Их около 35 миллиардов. Если их выстроить в один ряд, получится линия длиной 525 километров. Ничего себе! Тромбоцитов еще больше. 1 триллион 250 миллиардов. При выстраивании в ряд получится 2500 километров. Или расстояние от Москвы до Лондона. Тромбоциты? А это еще кто такие? Тромбоциты – это еще один вид клеток крови. Они способны останавливать кровотечение. Если бы их не было, то человек мог бы умереть даже от незначительного пореза. Удивительно! Кровь обладает невероятными свойствами. Каждая клетка крови как маленькая деталь большого и сложного механизма, выполняет свои функции и играет очень важную роль для жизни человека. Сложно представить, что все это могло появиться совершенно случайно в результате эволюции.